Рядом с моей усадьбой есть отличные места. В прошлый раз неподалеку от своего дома я обнаружил прекрасный лесной ручей. И, найдя, на мой взгляд, перспективное место с точки зрения проходимости с животными, решил поставить фотоловушку. Лесной ручей находится в низине во овраге, влажность большая, и вода после дождей не испаряется даже в сильную жару. И, как следствие, передвигаться без сапог тут невозможно. Местность порой напоминает болото, и без должной сноровки тут не обойтись. Последнее препятствие пройдено, а вот и моя фотоловушка. Вообще супер кадры, снятые на фотоловушку. Люблю просто иногда порой походить по лесу и поохотиться на зверей. Но уже не с ружьем, хотя оно у меня тоже есть, а, соответственно, с фотоловушкой. В общем, на мой взгляд, интересное хобби. И сейчас я вам включу самые интересные и красивые кадры, которые сняла эта фотоловушка. Несмотря на то, что тепло, 23 градуса, очень сильный ветер. Макушки деревьев то и дело качаются. Так бы и сидел и наслаждался бы всеми этими прекрасными видами. Но сегодня, наконец-то, я хочу закончить все работы по внутренней отделке дома каркасного. Дело в том, что здесь запланировано еще несколько проектов, но я пока не буду раскрывать все тайны. Когда-нибудь вы об этом узнаете. Для тех, кто не знает, я сейчас нахожусь на своем земельном участке. Просто некоторые иногда пишут, что как так ты начал строить в лесу, на каком основании. На том лишь простом основании, что эта земля находится в моей собственности. Как вы видите, я уже принес очень много сюда вещей. 2 матраса, кровать двухъярусную. Плюс ко всему на днях я привозил сюда еще материалы для того, чтобы собрать кухню. Посмотрим, как пройдут эти 3 дня здесь, в каркасном домике в моем, в лесу. А вам желаю сесть поудобнее и будем наслаждаться вместе вот этими вот прекрасными видами, периодически отвлекаясь на работу. Это канал Лесной Строитель, меня зовут Алексей. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ну, собственно, вот и моя будущая кухня. Я заранее напилил мебельные щиты сосновые. Все сейчас в первую очередь буду размечать отверстия и с помощью специального мебельного кондуктора, вот так он выглядит, буду делать отверстия. Все, погнали!
Ну и самое главное, когда делаете рассверловку, обязательно подкладывайте под последнюю доску какую-нибудь дощечку. Если бы знали, сколько я лишних отверстий в полах наделал у клиентов, то вы бы, наверное, сказали, что я просто очень плохой сборщик мебели. Поэтому всегда важно иметь такую дощечку подкладочную, чтобы не дырявить полы. Ну, в первую очередь, и себе, конечно же, и клиентам в том числе. Нижняя часть кухонной зоны прикручена. Ставлю ножки примерно под каждую боковину секции шкафа, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Ножки вот эти регулируемые опоры, то есть, соответственно, можно будет отрегулировать, исходя из отталкиваясь от неровности пола. И получается, что их 8 штук идет. Правильно же? Раз, два. 8. А зачем я их так много взял? А я их купил 12. Наверное, я думал, вот так, может быть, как-то ставить. Ну можно будет, как вариант, сюда еще вот так вот сделать по центру каждого шкафа. Наверное, это будет логично. Канат немного мешает, чтобы чтобы кухня встала вплотную. Вот так, друзья, бывает, когда неудачно забьешь гвоздь. С первого удара вроде хотел, а в итоге гвоздь в сторону, доска треснула, и приятель смеется. И во многих жизненных ситуациях так. Например, когда дело касается знакомств. Зашел не с той фразы, и все, шанс упущен. А чтобы таких ситуаций у вас при знакомствах не было, слушайте внимательно, как лучше поступить. Во-первых, надо узнать об интересах человека и начать общение с вопросов о них. А в дейтинге Ковер это сделать еще проще. Заходите в раздел знакомств, тут нет свайпов, фильтруете анкеты по интересам и целям. Заходите в профиль к понравившейся девушке и пишите: увидел у тебя в анкете, что ты любишь кино. А какой фильм можешь пересматривать бесконечно? И почему именно он? И вот что-то уже не банально. Или выбираете тут же в приложении в афише необычные мероприятия и отправляете своей избраннице с приглашением пойти вместе. И сразу договариваетесь на живую встречу. Удобно же. В этом случае вообще не нужно голову ломать, как начать общение. Да, в Ковре вы можете и познакомиться, и найти самые нестандартные идеи для свиданий и встреч. Ведь помимо раздела знакомств, тут есть афиша с событиями на любой вкус. От киноужина в старинном особняке и мастер-классов до тура по барам и событий 18+. Я вам уже рассказывал про Ковер, а теперь, ребят, еще новый дизайн в приложении, чтобы знакомиться и встречаться было еще удобнее. Так что пока я тут с гвоздями воюю, вы можете сделать кое-что полезное. Устроить себе хорошую встречу с понравившейся вам девушкой. Не где-то в будущем, а уже на этих выходных. С кем-то, с кем будет просто, легко и по-настоящему интересно. И Ковер вам в этом поможет. Не упускайте шанс. Скорее скачивайте приложение по ссылке в описании или QR-коду на экране. Естественно, я кухонную вот эту вот мебель закрепил, сразу стянул здесь со стеной и там тоже к стене саморезами прикрепил с помощью уголков. Сейчас самое нелюбимое, самое то, что я вообще просто ненавидел делать, то есть когда заказываешь распил мебели без рассверловки, всегда под петли в дверях приходилось фрезой Форстнера делать отверстия.
Раньше у меня было всегда вот такое вот сверло, одно единственное. Сейчас я, чтобы сфокусировалось, с таким вот наконечником острым. Но потом, после пары косяков, я обзавелся еще и вторым сверлом, второй фрезой Форстнера. Вот для сравнения сейчас покажу вам. Вот. Видите, то есть одно имеет острый наконечник, а второй не имеет такого. Ну и, соответственно, если засверливаться в ДСП, ну либо в данном случае мебельный щит с основой, вот этим острым кончиком можно выйти наружу. То есть надо засверлиться с острым кончиком, чтобы отцентрироваться, чтобы никуда сверло не ушло. Потом поменять сверло и уже досверливать вот этим с тупым кончиком, на котором наконечник срезан болгаркой. Немного дверь топорщится снизу, здесь заподлицо все стало, но это все убирается регулировкой уже петлей в дальнейшем. Сейчас по этому же принципу доделаю все двери, навешиваю, ставлю ручки и еще вот этот угол надо будет добить. Все, с кухней закончил. Срочно надо попить чай, тем более чай будет из самовара. Но сначала еще здесь все подмету, порядок наведу. Самовар достану, он там у меня все лежит в том углу завалено. И может быть даже тот угол немножко разберу, ну, потому что это уже мне надоел этот срач. Да, уже закипать начинает потихоньку. Сейчас как закипит, залью в чайничек воды заварочной. И уже потом буду попивать вкусный ароматный чаек.
хорошо, конечно, на улице. Я на днях как-то сюда приезжал, когда привозил материалы для кухни. Тут еще у меня стояла раскладушка, раскривушка, хотел сказать. Вот. И что-то я приехал, все материалы привез, прилег отдохнуть. И лежу и понимаю, что уходить никуда не хочется. Потому что вот с этими большими панорамными окнами такой сумасшедший вид на сосны. И тишина прям вообще кромешная. Ой, еще дровник надо будет сделать потом. Вот здесь порядок навести, бардак такой тоже. Ну, а совсем скоро планирую заняться другим проектом, тоже здесь, на этом участке. Здесь площадь позволяет пространство для воплощения любых творческих идей. И самое главное, что никто ничего не скажет. Давно из самовара чай не пил. Красота. Буквально в 30 минутах езды на машине от усадьбы есть еще одно достаточно известное место, о котором вы точно знаете. Дорога проходит по сильно заросшей грунтовке. Совершенно ясно одно – машины тут редкие гости. Что за история с дубами и что это за место, совсем скоро вы узнаете. Если кто вдруг не в курсе, то в телеграм-канале я писал эту историю о том, как мы с сыном в прошлом году собрали желуди у себя практически во дворе, оставили в холодильнике их, как было положено по инструкции сделать. Я загуглил в интернете и все сделал именно так. Только лишь один нюанс: оставить в холодильнике во влажной тряпочке нужно было эти желуди на месяц. И после этого высаживать. Но я благополучно забыл про эти желуди и, соответственно, вспомнил о них в марте. В марте месяце что-то там в холодильнике начал искать и увидел непонятный пакет с какой-то тряпкой и какими-то непонятными уже отростками. Когда я вскрыл эту тряпку, увидел, что передо мной желуди, у которых проросли корни, ну вот по 5-6 сантиметров. Из 10 желудей, собранных мной осенью вместе с сыном, корни дали 8. Эти 8 желудей мы посадили с ним дома в такие вот ящики пластиковые. И в течение там, по-моему, ну сколько вот, 3 месяца, 4 поливали их. Естественно, их нужно было высаживать в мае месяце, а мы опять-таки благополучно про это забыли. Просто, ну не то что забыли, дубы-то поливали, просто было как-то не до этого. И вот уже когда лето практически заканчивается, наконец дубы привезены в лес. Первую партию дубов я уже высадил 2 недели назад. Это вторая партия. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5 корней.
Но один корень уже такой, листья пожелтевшие, не знаю, приживется он или нет. Да вообще не знаю, приживутся ли все эти дубы, может, они все погибнут. В любом случае, это будет интересный эксперимент для меня. Ну, а вы, кстати говоря, чтобы не пропускать каких-то новостей, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот здесь вот QR-код оставляю. Мало ли что, заходите, там всегда что-то интересное выскакивает у меня. Какие-то новости, какие-то публикации, видеоролики. Если вы вдруг еще не знаете, да я, наверное, и не говорил об этом, что землянка у ручья находится достаточно близко к моей усадьбе. То есть я сюда могу, ну, буквально минут за 20, наверное, добраться при большом желании. Жалко, что она потихоньку увядает, но, наверное, сильно повлиять я никак не могу и что-то изменить в данной ситуации. То есть она подгнивает, покрывается плесенью изнутри. Все из-за того, что здесь я с боков стен не делал гидроизоляцию. То есть вода постоянно попадает на стены. Ну и с этим ничего не поделаешь. Пробую продлить ей жизнь, насколько это возможно. Ну а когда уже станет понятно, что все, дальше уже бессмысленно поддерживать жизнеспособность данного места, то, наверное, я просто сожгу ее, ну, зимой. Что, собираю кровать двухъярусную. Я ее заказал готовую. Конечно, можно было бы заморочиться, закупить доски, отшлифовать их, придумать проект какой-то кровати. Но я не стал как бы лишний раз на это тратить время. Смотрите, вот эта кровать двухъярусная стоит 9, что-то 600, что ли, по-моему. Мне для моих потребностей ее более чем достаточно. Если бы я тратил время на полностью изготовление кровати своими силами, то, поверьте мне, потратил бы я, наверное, ну, может быть, чуть меньше, скорее всего, чуть меньше денег, но заморочился бы я очень и очень сильно. Слушайте, ну, по-моему, получилось неплохо. Места достаточно много еще остается в доме, несмотря на его малую площадь. Такой стиль минимализма получился. И в принципе даже здесь можно организовать, ну, кресло-качалку можно ставить около печки, например, да, там читать. И сюда тоже можно было бы поставить второе кресло-качалку, но мне кажется, здесь было бы здорово постелить какой-то еще ковер в стиле какого-то животного. То есть есть искусственные ковры, насколько я знаю, волка шкуры, например, оленя, ну не коровы, конечно же, то есть что-то такое вот из диких животных можно было постелить, но, естественно, искусственный. Еще нужно сюда будет поставить
маленький такой дровник, или дровяник, как он правильно называется, такой переносной. То есть, ну, на улицу вышел, дров набрал и занес в дом. И я его, кстати, сегодня привез. Сейчас соберем его еще, поставим, дровами запасемся на ночь. И коврик под обувь. Подхожу к окну, думаю, дай окно открою пошире. Представляете, прямо под окнами сидел заяц. В том году подписчик из Азербайджана Аташ присылал мне вот такую вот книгу. Вообще я ее должен был типа в доме под землей оставить. Ну не то, что оставить, а как минимум применить. Но вот так сложились обстоятельства, что до сих пор не было возможности этого сделать. Я решил принести все-таки ее сюда, вот эту кулинарную книгу, и оставить ее здесь. И сегодня я буду готовить блюда, которые без мяса. Это омлет с зеленью и также небольшой такой салатик, точнее даже, наверное, нарезку из овощей сделаю. Надо дрова немножко сжигать. Здесь еще тоже сосновый лес. Маленький нюанс такой есть. Очень быстро короед появляется. То есть стоит сделать свежий спил дерева, ну сосны, например, ветку спилил свежую, она какие-то запахи источает, и короед прям быстро прилетает, особенно если жара. Короед прилетает и начинает, я не знаю, как это назвать, ну, короче говоря, оставляют они личинки в дереве. Ну и ладно, когда они оставляют в этих ветках, которые спиленные, хрен бы с ними.
Но они же могут и в доме оставить, и поэтому постоянно приходится дом обрабатывать от короеда снаружи хотя бы. Специальная есть здесь специальный яд для короеда. Ну и по-хорошему, конечно, надо ветки, если спилил какие-то, сразу куда-то их уносить. А вы сами видите, здесь они валяются. Я думаю, по осени, когда дожди прям такие польют и холодно будет, я здесь их где-нибудь рядом и сожгу. Сейчас как бы чревато костры такие разводить здесь в лесу. Обычно омлет делают на молоке, но я взял сливки. Наверное, половину где-то использую, а половину просто выпью. Сейчас яйца разобью 3 штуки, добавлю сливки, все это дело перемешаю, зелень мелко порежу, тоже туда добавлю, перемешаю. Я вот думаю, знаете, может быть еще и помидоры черри стоит мелко нарезать и тоже перемешать, либо даже, может быть, сначала на сковороду выложить помидоры черри, чуть-чуть поджарить их, и только после этого уже вылить смесь омлетную. Я думаю, вкус будет очень таким насыщенным за счет сливок. То есть это омлет не на молоке, а на сливках. Обалдеть! Во! Ничего себе! Да я такого омлета вообще отродясь не ел. Обалдеть! Знаете, что бы я сюда добавил? Наверное, можно было бы сосиски взять, прям буквально 2 штуки, нарезать, и было бы... Даже нет, не сосиски, а бекон. Вот бекон, сначала его обжарить, и только потом омлет этот вылить, и было бы вообще шикарно. Тут бекона не хватает, 100%. Но все равно очень вкусно. В прошлый раз я спал здесь в спальнике, на полу в углу, и что-то как-то не обращал внимания на все это. А сегодня я лежал и мог видеть все, что происходит за окном. Так вот, за окном ничего не происходило, там была кромешная тьма.
Просто такие большие панорамные окна, они, представляете, добавляют ночью еще и какого-то дополнительного такого страха. Ночевать в избе в глухом лесу, наверное, даже не так страшно, чем с панорамными окнами. Почему? Объясню. Кажется, что сейчас, допустим, лось какой-нибудь придет и случайно начнет тут бегать, ходить, бродить, и еще возьмет, не знаю, мало ли, может быть, подойдет к дому, чего-нибудь испугается, побежит и в окно в это врежется, еще разобьет его. Ну, вряд ли, конечно, но какой лось полезет на террасу, зачем ему это надо? Но, тем не менее, голова почему-то об этом думала ночью. Работая в одиночку и строя этот дом, я уже научился пользоваться смекалкой. Очень часто на ходу приходится придумывать, как осуществить то или иное действие без чьей-либо помощи. В целом я уже могу подвести какой-то промежуточный итог и сделать вывод. Да, одному, конечно, работать сложнее. Тем не менее, каких-то непреодолимых задач по окончании строительства данного каркасного дома для меня не было. Кошмар какой-то. Если вы посмотрели этот видеоролик и у вас появилось желание тоже что-то построить на своем участке загородном, на даче, например, пробуйте. Не бойтесь пробовать. Мы все с чего-то когда-то рано или поздно начинаем. В 19 лет я был вообще очень ленивый человек, ничего не умел делать руками, хотел лежать на диване, не хотел учиться. В общем, ничего делать не хотел. И в какой-то момент определенный времени что-то случилось, какой-то вот такой щелчок, да, и постепенно, потихоньку, от малого к большему я чему-то научился. Повторюсь, я не считаю себя профессионалом в строительстве, ни в коем случае. Наверняка я что-то сделал не так. Тем не менее, это моя стройка, это моя усадьба, поэтому не судите строго. Ну а вам желаю тоже что-нибудь когда-нибудь построить. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. До скорой встречи. Пока-пока.
Кстати, остановлюсь поподробнее. Почти 15 лет я занимался мебелью, продажами, поставками, сборкой. Если кто-то не знает и в первый раз сейчас об этом услышал, по-моему, порядка 3 лет я работал на дядю. Потом мы с другом открыли свою фирму уже, где я был соучредителем компании, но это было так, номинально. То есть по факту приходилось и мебель поднимать, и разгружать, и собирать ее, ну, порядка, наверное, там 5-6 лет. И только уже потом, когда я сам свое ИП открыл, чуть-чуть вот эта вот вся рутинная работа немножко от меня ушла. И я сосредоточился на продажах. Скажу так, что мебельный бизнес очень интересен, в первую очередь своим доходом. Так что если кто-то хочет попробовать, то обязательно попробуйте себя в этом бизнесе. Возможно, у вас что-то получится. Желаю вам успехов. В общем, все. Приступаю к разметке и собираем с вами вместе кухню.